Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю один из самых быстрых и самых вкусных, на мой взгляд, вариантов всемирно известного торта «Черный лес», или как по-немецки он называется «Шварцвальдер Киршторте». Сегодня я его буду делать с шифоновым бисквитом, который очень быстро выпекается. Этот торт, в принципе, готовится за час уже вместе с выпечкой. Я никогда не говорю, что торт можно приготовить за 15 минут, это неправда. И поэтому я говорю, что реально его приготовить за 1 час. Торт, который практически не требует времени на пропитку. Торт мягкий, как пух получается, благодаря этому бисквиту. И у бисквита его рисунок даже чем-то напоминает лес. Сначала приготовим корж. 10 яиц я сейчас разделяю на желтки и белки. Яйца комнатной температуры среднего размера. Когда я разделила яйца на желтки и белки, желтки я сразу перемешиваю, разбиваю у них пленочки, обязательно накрываю их крышечкой и убираю пока в сторону, пока буду взбивать белки. Итак, 10 белков, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Повзбиваю до состояния пивной пены. От общего количества 220 грамм сахара у меня здесь. В белки я добавляю примерно 1/3 и взбиваю минут 5. Вот до такой побелевшей и пышной меренги. Пики у меренги будут подрагивающими, так и должно быть, и это нормально. Все 10 желтков я отправляю сейчас в большую крупную миску. Потом вы поймете, для чего нам это нужно. Взбиваю их сейчас до такой тоже пены. Сразу же ввожу туда весь оставшийся сахар от общего количества 220 грамм. Здесь именно для того, чтобы был красивый пышный рисунок, я беру сразу 10 яиц. Если вы захотите взять меньшее количество яиц, такого рисунка красивого просто не получится. Либо же вам придется вдвое уменьшать порцию и брать маленькую форму для этого. Сахар, во-первых, добавляем всегда в желтки порциями, не сразу весь сахар, особенно на бисквитное тесто. И желтки здесь взбиваем не менее, чем белки, то есть 5 минут точно нужно взбивать, чтобы масса была пышной и сильно увеличилась в объеме, и она побелеть должна. Когда взбили вот до такой степени уже желтки, добавляем туда 100 мл молока комнатной температуры и 100 грамм растительного масла без запаха. Просто все перемешиваем, ничего здесь долго больше не взбиваем. Взбивать уже особо ничего не нужно. Сейчас просеиваю туда 190 грамм муки и 5 грамм разрыхлителя. Сразу отвечаю на вопрос, часто задаваемый в комментариях: соду добавлять здесь нельзя. Именно разрыхлитель. И больше разрыхлителя здесь я брать не советую. Поднимется прекрасно тесто, потому что мы взбили очень хорошо обе массы, чтобы не было привкуса соды у нас потом в тесте и чтобы не было лишних пузырей. Все это просто прорабатываю сейчас миксером, чтобы вся мука разошлась. Ничего здесь долго взбивать больше не нужно. Миксер нам здесь больше не понадобится. Сейчас будем вмешивать аккуратно, круговыми движениями при помощи силиконовой лопатки всю белковую массу уже в желтки. Вот теперь, наверное, уже понятно стало, для чего я брала такую большую миску. Это очень важно при приготовлении вот такого бисквитного, очень нежного теста, чтобы было место, особенно для новичков, я это говорю, где размешивать белковую массу с другим тестом. Потому что когда миска маленькая, работать очень неудобно, и тем самым мы дополнительно делаем эту массу менее воздушной. Итак, вот такое пышное тесто у нас получилось. Форма для выпечки здесь у меня 37 на 25 сантиметров. Бумага для выпечки обязательно у меня силиконизированная. Если у вас нет бумаги для выпечки силиконизированной, возьмите обычную пекарскую бумагу и смажьте ее капелькой растительного масла без запаха. Половину теста я вылила сейчас на противень на этот. 25 грамм какао-порошка и 60 мл кипятка. Можете брать очень горячую воду. Какао очень быстро расходится в кипятке, заваривается.
добавляем сейчас в оставшуюся половину теста. Очень хорошо здесь нужно перемешать, чтобы не было разводов белых в тесте, потому что у нас уже есть белое тесто здесь. Очень аккуратно сейчас распределяем все шоколадное тесто по светлому тесту, чтобы полностью был покрыт светлый слой. Не одной массой в одно место выливаем это шоколадное тесто, а очень аккуратно распределяем. Сейчас рукоятка от вилки. Вот в такой последовательности я делаю здесь борозды. Так как именно в этой последовательности я буду разрезать коржи, я и делаю эти борозды сначала в длину, а потом в ширину. Корж я сейчас буду выпекать в заранее разогретой духовке на среднем уровне при температуре 170 градусов Цельсия, на среднем уровне без конвекции. Дверцу во время выпекания, конечно же, мы не открываем. Печется очень просто и быстро этот корж. И сразу подготовлю вишню. Я здесь беру банку консервированных вишен, 350 грамм вес самой вишни. Обязательно сливаю все это на сито, потому что лишняя влага в креме нам ни в коем случае не нужна. Оставляю сейчас так до сборки торта, и лишняя влага как раз уйдет полностью из вишни. Итак, корж у меня испекся. Проверяю его для вас деревянной шпажкой. Сразу же ничего здесь не жду. Вынимаю корж из формы. Шифоновые коржи, они всегда немножко дают такую осадку, это нормально для них. Вот такой нежнейший корж, я тут срезаю боковины, просто чтобы вам показать, насколько нежный, эластичный, влажный корж получается. Ни в коем случае я такие коржи не пропитываю. Вы же смотрите, делайте все на ваше усмотрение. Я никогда их не пропитываю. Даю ему остыть вот в таком виде сейчас, пока я приготовлю крем. То есть готовится этот тортик, по сути, на ходу. И как вы видите, противень я здесь использовала не совсем такой листовой, достаточно глубокенький он у меня, примерно 4-5 сантиметров в глубину этот противень. Для крема я беру 300 мл охлажденных сливок для взбивания, 100 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара, 300 грамм творожно-сливочного сыра и 250 грамм сыра маскарпоне. Все продукты молочные мы берем для этого крема обязательно только холодные. Простейший базовый крем, который готовится очень быстро, получается сразу, стабильным. Он подходит как для начинки, так и для выравнивания домашних несложных тортиков. Как только я взбила крем, я сразу же начинаю сборку торта. Крем я делю визуально на 5 частей. Одну из частей я выкладываю сразу на корж, половину всей вишни я выкладываю на этот крем. Вишни здесь не будет много. Вторую часть крема я выкладываю на вишню. То есть крема здесь очень адекватное количество, потому что вишня кислая. У меня здесь, кстати, я забыла сказать, что это не черешня, это кислая вишня именно. Накрываю вторым коржом. И так я кладу коржи, чтобы шоколадная часть смотрелась именно как деревья. То есть она должна быть внизу, как вы уже заметили. То же самое я проделываю со вторым коржом. И пятой частью крема я сейчас украшу этот тортик. То есть проще уже некуда. Вы, конечно, здесь можете более бюджетные кремы использовать. Ссылочку я вам оставлю в описании к данному видео. Примерно 100 грамм вот такой стружки шоколадной я буду использовать. Она используется и в классическом торте «Черный лес». Ссылочку на классический торт я вам, конечно же, оставлю в описании к данному видео. Уже несколько лет есть классический вариант торта «Черный лес» на моем канале. Там он готовится с венским бисквитом и немножко по-другому он готовится. Но этот вариант торта еще даже более вкусный, чем классический. Украшаю здесь сахарными вишнями. Вы можете украсить теми же вишнями, которые вы использовали для начинки. Это ничего страшного. Нарезается он буквально простояв здесь не более часа в холодильнике. Вот такой идеальный разрез у него получается, то есть нарезается он прекрасно. Крем здесь, видите, только покрывает именно саму вишню. Торт как пух, настолько он нежный. И если вы будете использовать другой крем, возможно, вам нужно будет пропитать коржи, если вы будете заварной масляный крем использовать. Вот так он прекрасно надламывается вилкой. Нежнейший торт, это видно. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.